Топ-5 стрижек, которые придают объем. Что такое объем? Правда, факты и мифы, которые встречаются на просторах интернета. Смотрите внимательно. Видите эту точку? Смотрим ровно перед собой в зеркало. Если длина ваших волос на макушке, смотрите внимательно. В себе замечательный объем. Это просто прекрасно. Что мне нравится? Ее можно по-разному укладывать. Многие говорят, что эта стрижка подойдет для редких волос. Ни в коем случае не вздумайте ее сделать на редкие волосы. Итак, let's go, друзья. Что вообще такое объем и для чего он нужен? Если взять вот такой вариант объема, то мы его сейчас не обсуждаем, потому что этот вариант объема, он был когда-то в моде, когда понятия о красоте немножко были другие. Наши мамы в 35-40 лет благодаря вот таким вот домам на голове выглядели намного старше своих лет. Ну и, кстати говоря, нельзя не учесть тот факт, что тогда не было элементарно инструментов для укладки волос. Не было расчесок. Я помню, у моей мамы была расческа железная. И второе, не было фенов. Но с всплеском, развитием индустрии красоты, чего только сейчас нет, в каждом доме есть и расческа, и фен. И как делать укладки, многие, благодаря даже моему каналу, имеют представление. Самое главное, начнем с того, что кому нужен объем. Смотрите внимательно. Видите эту точку? Эта точка называется краевая линия роста волос. Она у всех есть. Это место, где начинают расти волосы. Вторая точка – это вот эта точка, наивысшая точка головы. То есть это точка, которую мы видим, выше уже нет там головы, мы видим только задний фон. И вот эта точка, это называется апекс. И в зависимости от этой величины мы делаем, я как стилист делаю вывод, насколько высокий нужен объем и нужен ли он вообще. Как его измерить? Смотрим ровно перед собой в зеркало. То есть не вот так, а четко прямо перед собой. Хотите, точки поставьте на зеркале и измерьте свой апекс. Если он ниже 3 сантиметров, вам однозначно нужен объем, дополнительный объем. Второй вариант, кому нужен объем? Если костная структура вот в этих местах приплюснута, то есть вытянутые такие яйцеобразные формы головы. Яйцеобразность имеется в виду то место яйца, где тоненький кончик. И вот такой форме головы однозначно нужен дополнительный объем в виде волос. Для чего это делается? Для того, чтобы вот эта часть немножко расширилась и стала более доминантной над вот этой частью. Если низкий апекс и плоская структура по бокам, то точно нужен объем и сверху, и по бокам. В первую очередь, когда мы думаем об объеме, мы должны подумать о стрижке. Если у вас длинные волосы одной длины, даже просто вот такие, я уж не говорю про такие, там разговора об объеме нет. Его не добиться никакими способами, кроме как гофре. Если у вас длина волос от макушки, вдумайтесь в этот размер. Я вообще вот эти размерчики очень люблю. Мои стрижки все построены на математических расчетах. Кстати, скоро выйдет книга «Код идеальной стрижки. База номер 1». Она должна была выйти, но я научилась делать сама рисунки, схемы и решила, что я немножко там все это подредактирую. Она уже готова. Вот я занимаюсь сейчас этими схемами, рисунками, чтобы вам было более понятно. Потому что когда я работала в тандеме с помощником, который мне делал эти схемы, все-таки
не совсем он попал в то, что мне надо было. А теперь я могу это делать наиболее понятные, какие я хотела. Следите за выпуском, будет анонс этой книги уже скоро. Все стрижки, которые мы сегодня будем обсуждать, они есть также в моей книге стрижек со схемами и чек-листами. Продолжаем. Так вот, если длина ваших волос на макушке, смотрите внимательно, длина волос на макушке у меня, то есть это практически по плечи. И я уже с очень большим трудом создаю объем на корнях. Но я сделала некоторые манипуляции со своими корнями и вообще, в принципе, по длине. Для того, чтобы этот объем у меня создавался легче, я сделала разноуровневую филировку. Как-нибудь покажу, как это делается. Пишите в комментариях, кому это интересно, и чем больше будет лайков и комментариев на эту тему, тем быстрее я запишу это видео. Так вот, для того, чтобы добиться объема, длина волос на макушке должна быть не длиннее уровня мочки уха. Это самая длинная длина, которая может быть для того, чтобы у вас нарисовался объем. Единственные два варианта, которые удержат объем на длинных волосах – гофре. И второй вариант – начес. Тоже пишите в комментариях, кто делает начес и что бы вы хотели узнать про него, потому что я вам могу рассказать массу историй, какими последствиями чреват постоянный начес. Пенка тоже не способна удержать такую массу волос. Какие выводы из этого можно сделать? Если мы хотим объем, значит мы должны найти стрижки, где длина макушки и, кстати, не только макушки, волос сбоку будет примерно по мочку уха. Что же это за стрижки? Первая стрижка, она называется шегги. У шегги есть вот такая вот челка. Она у меня уже отросла, но я ее сейчас достану. Вот, да, вот она. Как эту стрижку делать, я показывала недавно у себя на канале, как делать эту вот челочку. Это я все показывала, ссылку оставлю в описании в закрепленном комментарии. Кстати говоря, как сделать себе такой цвет волос, это называется салонный блонд, а также как сделать русый в домашних условиях, без опаски за качество волос. Как вообще даже из черного выйти в домашних условиях, у меня есть такие курсы специально для домашнего окрашивания. Там уже огромное количество участников, добившихся прекрасных результатов. Тоже ссылку оставлю в описании в закрепленном комментарии. Чем дальше, тем это актуальнее будет. Что происходит в мире, вообще непонятно, поэтому очень большая вероятность, что придется очень многому чему самому научиться. Подписывайтесь на все мои соцсети. Ссылки оставлю в описании и в моем закрепленном комментарии. Так вот, вот эта челка, она была примерно в этом районе. И когда она вот здесь в этом районе, ее достаточно легко вот здесь поднимать. И таким образом создается вот здесь нужный нам объем. У шегги есть большое преимущество, знаете в чем? Если, например, апекс западает или очень низкий, то не обязательно создавать объем вот туда-назад. Нет, именно шегги способна создать объем вот в этой зоне. И посмотрите, какой у меня сейчас объем, но он создан не на макушке, как мы привыкли, а он создан на середине теменной зоны. Вот в чем плюс стрижки шегги. Даже не обладая высоким апексом, вы можете сделать себе замечательный объем посредством этой стрижки. Это просто прекрасно. Ну и, конечно же, куда без ухода. Кто меня смотрит впервые, хочу познакомить вас с одним из моих любимчиков. Это бренд Cosmelica Anti-Age сыворотки. То есть это противовозрастные сыворотки. Основные компоненты этих сывороток – пептиды французские. Разные пептиды в зависимости от желаемого эффекта. Масло кипариса из Японии. А гиалуроновая кислота мелкого измельчения. Направление анти-эйдж, увлажнение и антипигментация. Я уже неоднократно рассказывала про этот бренд и еще раз могу повторить, это один из лучших вариантов по уходу за кожей лица. Особенно при сухости воздуха. В ассортименте бренда Cosmelica 3 вида сывороток. Сыворотка с французскими пептидами замедляет процесс старения,
предотвращает потерю влаги кожей, в итоге предотвращает образование морщин, улучшается эластичность кожи, и кожа выглядит более гладко, наполнена жизненной энергией. Но на самом деле так и есть. Я, например, очень люблю свою кожу после нанесения этих сывороток. Сыворотка для лица с мочевиной и ниацинамидом тоже наполняет кожу влагой, стимулирует активность клеток, усиливает защитные свойства кожи и улучшается эластичность кожи. И третья сыворотка от темных кругов под глазами с ботоэффектом. Эффективно разглаживает морщинки в области вокруг глаз, уменьшает потерю эластичности кожи, оптически уменьшает припухлость в области вокруг глаз и темные круги под глазами. Когда я поздно ложусь спать, я утром встаю и наблюдаю у себя отечность. Наношу, и где-то через 30 минут уже этот отек как будто бы уменьшается. Здорово! Как я ими пользуюсь? Утром и вечером на очищенную кожу лица, естественно. Когда-то в одном видео я уже говорила, перед нанесением я стараюсь распарить кожу лица, немного хотя бы, над горячей водой. Убираю влагу насухо и наношу сыворотки. Сыворотку для кожи вокруг глаз я наношу утром и вечером перед сном. А вот эти две сыворотки, которые с французскими пептидами и мочевина и ниацинамид, наношу одну утром, другую вечером. Их можно наслаивать друг на друга, что еще важно и удобно. Преимущество сывороток бренда Космелика: они не оставляют липкости, не требуют каких-то пост-уходов, закрытия, мгновенно просто впитываются и делают свое дело. И создают такое микросияние кожи. Сами пузыречки максимально эстетичные. Легко ими пользоваться. Открываем и наносим. Раз, два, три, раз, два, три. Нанесли. Они достаточно быстро проникают в слои кожи и не оставляют липкости. Даже вот сейчас нанесла, все, липкости нет никакой. Ссылку, где приобрести эти замечательные сыворотки бренда Космелика, оставлю в описании и в моем закрепленном комментарии под видео. Шейги. Шейги я тоже себе стригла и показывала ее на канале. Я вообще рукодельница. А теперь про мифы. Я часто встречаю это на просторах интернета, а теперь еще и искусственный интеллект подхватил весь этот мусор, который присутствует на просторах интернета. Запоминайте и не делайте этих ошибок. Самый дичайший миф, который я слышала про стрижку шеги, то, что она придает объем тонким и редким волосам. Ни в коем случае не вздумайте ее сделать на редкие волосы. Следующая стрижка идеально подойдет для густых волос и даже несколько вьющихся. С одной стороны против роста волос посушили, с другой стороны против роста волос посушили. Все, у вас уже будет объем. Это называется 3D каскад. Что значит 3D каскад? Это каскад по всей окружности головы с акцентом на макушку. И посмотрите на эту красоту. Первое, что он делает, благодаря этому объему, вы таким образом добиваетесь лифтинг-эффекта. За счет объема на макушке визуально вытягивается ваше лицо. Скулы становятся визуально выше, и нижняя челюсть становится визуально легче. Какая у нее еще особенность, что мне нравится? Ее можно по-разному укладывать, если некогда там что-то делать в естественном падении, она в принципе неплохо смотрится, но если вы захотите вот просто выстрелить, вау-эффект, она прекрасно дружит с деловым стилем, вы можете даже ее заколоть, вы можете сделать какую-то прическу. В общем, у нее большой спектр дальнейших действий. Она может быть и как стрит-стиль, там рубашка, джинсы, просто в естественном падении идете, гуляете там по парку и так далее. Но когда вам нужно сделать вау-эффект, то есть рестораны, свадьбы, юбилеи, праздники, с этой стрижкой можно сделать массу всяких вариаций, уже в зависимости также от вашей формы лица. А теперь про мифы. Многие говорят, что эта стрижка подойдет для редких волос, потому как она придает объем. Ни в коем случае не вздумайте ее сделать на редкие волосы. Еще кому не подойдет, если у вас
прямые, абсолютно прямые шелковистые волосы. Understand? Следующая стрижка, мы идем от длины покороче. Следующая стрижка называется каре каскад. Какая особенность у этой стрижки? У нее волосы разделены на две части. Верхняя подстрижена как каскад, а нижняя каре. Какой плюс у этой стрижки? Если ваша задача выглядеть по-деловому, вы командирша, у вас предприятие там, или вы просто любите командовать, это ваш психотип, именно эта стрижка вам подойдет, потому как она подчеркивает эту деловитость. Проблема всех практически вариантов каре заключается в том, что придать объем волосам очень сложно, потому что там, как правило, у каре также длинные волосы на макушке и по бокам. И, соответственно, именно сочетание этих двух вариантов каре снизу, каскад сверху дает нам такой замечательный вау-эффект. Сложность этой стрижки в том, что когда вы придете и скажете мастеру, который не учился, например, по моей технологии и вообще не представляет, что такое каре-каскад, он никогда ее не создаст, потому что понятие свести эти две зоны, две стрижки, они отсутствуют у большинства парикмахеров. Будьте в этом плане более аккуратные. Вы сразу спрашиваете у своего мастера, способен ли он соединить эти две достаточно сложные стрижки в одну. Эта стрижка также обладает лифтинг-эффектом, потому что сверху есть объем. А низ, кстати говоря, тоже нужно будет подумать, как сделать. Потому как если мы сделаем просто одну четкую линию каре, это так могут вам сделать некоторые парикмахеры, которые не понимают вообще смысла этой стрижки. Так вот, они могут сделать низ просто одной линии под каре, и у вас здесь может образоваться ненужная масса волос, которая потянет лицо вниз. Надо понимать, что эту линию вот здесь обязательно нужно будет ослаблять, создавать здесь слои вот в этой форме. Эту стрижку нельзя стричь на редкие и тонкие волосы. Следующая стрижка каре с градуировкой Light Bob. Я эту стрижку раз 10 показывала, когда я ее стригла сама себе. Очень многие люди повторили эту стрижку и, в принципе, максимально остались довольны. В чем особенность этой стрижки? Она фактически является каре. Проблема всех вариантов каре – это отсутствие объема. Есть каре с объемом, где вот тут у нас короткая макушка. Я не обсуждаю сейчас эти стрижки, потому как они антитренд. Вот это все сейчас антитренд. Не вздумайте себе вдруг это сделать. Вы сразу откатитесь лет на 10 назад и еще будете долго и нудно отращивать затылок. Если вы хотите более укороченный вариант каре, но объем вас тоже интересует, то вперед, делайте Light Bob. Это мое изобретение, потому что я очень долго на себе это все экспериментировала. Как же все-таки на каре создать объем, но не делать вот эту коротюшечную макушку, выстриженный затылок. Я показывала у себя на канале, как это делается, поэтому, кому интересно, можете попутешествовать по моему каналу и найдете обязательно. Для тех, кто любит четко форму каре, но чтобы был объем. Именно эту стрижку можно абсолютно спокойно делать на редкие и тонкие волосы, не переживая за то, что они станут еще более редкими и вы не сможете их укладывать. Из всех этих стрижек это единственная стрижка, которую можно делать на редкие и тонкие волосы, даже на струящиеся. Единственное, что на шелковистые вот эти струящиеся волосы не советовала бы делать филировку во всей красе, которую я показывала на канале. Все-таки там нужно будет посмотреть на структуру конкретного человека. Волосы надо потрогать, надо порассматривать их, и тогда только можно так сказать. Ну а если обобщить, то именно эта стрижка из всех стрижек подойдет для тонких, шелковистых, струящихся волос. И следующая супер стрижка пикси. Конечно же, пикси с удлиненной челкой. Был такой момент, когда пикси вошло в такой топ, из каждого утюга говорилось о ней. Пикси, пикси, пикси. Но даже вот в моей технике стрижек аж
5 вариантов стрижек Pixi. И они все, скажем так, заметно отличаются друг от друга. Но вот этот вариант, который я вам сейчас показываю, самый удачный, если ваша задача создать объем. Но такой объем, чтобы не ежик был на макушке, потому что есть Pixi, где практически ежик на макушке. Он идет далеко не всем. Все-таки большая часть наших красавиц предпочитают более классические варианты укладок. Вот один из вариантов. Челка должна быть длиннее вот этих зон. Точно кому не подойдет эта стрижка. Опять же, людям, у которых шелковистые, тонкие, струящиеся такие волосы. Еще Кому не подойдет эта стрижка. Если у вас очень густые волосы, растущие от корня волос под определенным углом. То есть они у вас не лежат, а стоят. Вот вам тогда ни в коем случае нельзя делать такую короткую стрижку. и не могла пройти мимо вот этого комментария. Прочитайте его. И только красота способна спасти этот мир. Ну, меня так она точно спасает, потому что когда, ну, совсем прям какие-то новости дичайшие. Я занимаюсь исключительно саморазвитием. Изучаю новую информацию, много экспериментирую с лицом, с телом. Специально загружаю себя, чтобы не оставалось времени на просмотры новостей. Это реально меня отвлекает, потому что не все ты можешь изменить. Поэтому, если можешь помочь, помогай. Если не можешь, всю свою жизнь можно потратить на эти все информационные шумы. Поэтому я лично спасаюсь исключительно только вот этой всей историей. Про красоту и саморазвитие. Напоминаю, что оперативно на ваши вопросы я отвечаю в первый час после выхода нового видео, поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе. Курсы, книги, онлайн-консультации, ссылки в описании и в закрепленном комментарии. И всегда читайте описание, потому как я могу там дополнить тему ролика. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. Туда вы можете присылать вопросы со своими фотографиями. Ссылка на него в описании и в закрепленном комментарии. Благодарю вас всех за потрясающие комментарии. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи, хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.